Как выбрать газовый шланг для плиты? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Раньше в газифицированных домах газовая плита подключалась напрямую к газопроводу с помощью стальной трубы. Способ считался безопасным, но вызывал некоторые неудобства. Главным минусом жесткой установки считалась невозможность перестановки плиты в удобное положение, чтобы правильно организовать рабочую зону. Современный гибкий газовый шланг для газовой плиты считается не менее безопасным, но позволяет установить варочную поверхность там, где будет удобно. Что собой представляет шланг для газовой трубы? По внешнему виду шланг для подключения газовой плиты очень похож на водопроводный, и главным отличием газового устройства является присутствие желтой или белой маркировки, которая должна быть на виду. Помимо этого, гибкая подводка для газовой плиты изготавливается из специального материала. Другой особенностью считается наличие паранитовой прокладки, особого кольца, которое используется для того, чтобы уплотнить фланцевое соединение. Именно присутствие прокладки обеспечивает безопасность применения изделий. Если задаваться вопросом, какой шланг нужен для газовой плиты, то главной составляющей здесь является наличие соответствующей маркировки и сертификата, выданного Ростехнадзором России. Данный документ подтверждает, что изделие соответствует требованиям безопасности. Помимо этого, к шлангу должен прилагаться паспорт, в котором указывается дата его изготовления. Покупка качественного и сертифицированного изделия обеспечит безопасное использование газа, а вот покупка шланга сомнительного качества без соответствующих документов может привести к трагедии. Другие обязательные требования к гибкому газовому шлангу для плиты. Изделие должно быть целостным, без дополнительных муфт, удлинителей или соединений. Необходимо, чтобы гибкая подводка имела специальное покрытие, устойчивое к воздействию горячих жидкостей и к высокой температуре. Шланг не должен подвергаться коррозии. Параметры изделия обязаны соответствовать характеристикам используемого газа. Срок эксплуатации газового шланга для газовой плиты не должен быть меньше 10 лет. Недопустимо соединять между собой несколько рукавов. Лучше сразу приобрести шланг для газовой плиты, длина которого будет соответствовать расстоянию между газовой трубой и варочной поверхностью. Максимальная длина газового шланга для подключения плиты по европейским стандартам составляет 2 метра, хотя самым длинным сертифицированным изделием считается 7-метровый шланг. Если просмотреть соответствующие российские ГОСТы, то можно заметить, что в них нет рекомендаций, которые касаются длины газового шланга. В любом случае не следует устанавливать плиту слишком далеко от газовой трубы. Сейчас рынок предлагает большое количество разнообразных вариантов подвижных соединений для газа. Материалы, которые используются в производстве, также отличаются по техническим характеристикам, влияющим на срок эксплуатации. Поэтому, чтобы понять, какой должен быть шланг для газовой плиты в конкретной ситуации, нужно учитывать расположение и особенности использования варочной поверхности. К основным видам шлангов относятся кислородные, резиновые армированные, резинотканевые, армированные рукава ПВХ, сильфонные. Основные виды газовых шлангов. Кислородные шланги в советское время в основном использовались из-за того, что отсутствовали альтернативные варианты. Для производства этого типа шланга применяется специальная кордовая нить, а дополнительным материалом, который наносится для защиты нити, является резиновая смесь. В современное время кислородный шланг чаще употребляется для сварки или для транспортировки газовых смесей, таких как ацетилен, бутан и пропан. Иногда шланг применяется для подключения газового баллона, как источника топлива, который для безопасности устанавливается далеко от плиты. Допустимая градация температур, при которой можно использовать изделие от плюс 70 до минус 35 градусов Цельсия. Положительные моменты применения кислородных шлангов. Выдерживают давление до 20 атмосфер, легко монтируются, не проводят электричество, отличаются низкой стоимостью, подходят под различный диаметр труб. В современных квартирах не рекомендуют использовать кислородные шланги для подключения плит, потому как, во-первых, изделия имеют не слишком привлекательный черный цвет, во-вторых, их недопустимо перекрашивать. При попадании масляных растворов поверхность шланга нагревается и возможна потеря целостности, которая приведет к утечке газа. Стоимость варьируется от 70 до 90 рублей за метр. Резиновый рукав на тканевой основе относится к простым и недорогим вариантам. Шланг представляет собой резиновое основание, армированное прочной текстильной нитью.
Благодаря дополнительным компонентам, которые добавляют в резиновую смесь, срок службы газового шланга для плиты составляет около 5 лет, что все равно недостаточно для качественного изделия. Другим минусом применения считается тот факт, что спустя время возможно появление трещин на поверхности, которые могут стать причиной утечки газа. Изделие отличается небольшим температурным диапазоном эксплуатации, который составляет всего от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. К положительным свойствам можно отнести неприхотливость использования, простоту монтажа, способность хорошо гнуться и отличную электроизоляцию. Резиновые шланги для газовой плиты с тканевой оплеткой должны иметь желтый ярлык, который отличает их от изделий для воды. Чаще рекомендуются для подключения варочной поверхности к газовому баллону. Специалисты советуют заменять шланг каждые 2-3 года. Другие виды газовых шлангов для газовых плит. Газовый резиновый шланг в металлической оплетке имеет внутреннюю часть, выполненную из полимерных материалов, которая сверху покрывается слоем вулканизированной резины. Снаружи шланги оплетены особыми стальными нитями, создающими так называемый армированный слой. Основным минусом использования шлангов считается высокая способность стали пропускать электричество, а также подверженность внутреннего полимерного материала разрушениям, которые можно не заметить из-за присутствия верхних слоев. Если плита не эксплуатируется, на это время рекомендуется перекрывать газовый шланг, что позволит увеличить срок его эксплуатации. Цена за готовое изделие длиной 60 см стартует от 140 рублей. Применяя этот тип подключения, дополнительно нужно монтировать диэлектрические вставки, которые устанавливаются в месте стыка шланга и газовой трубы. Присутствие диэлектрика убережет газовую плиту и сам шланг от воздействия блуждающего тока, который может стать причиной возникновения пожара. Преимущество использования резинового армированного шланга. Доступная стоимость, простота монтажа, эксплуатация в большом температурном диапазоне от минус 35 до плюс 50 градусов, широкий выбор длины и диаметра. Армированный рукав ПВХ считается более современным, чем перечисленные выше варианты, благодаря тому, что особенности материала не позволяют изделию проводить электрический ток. К тому же поливинилхлорид разрушается не так легко, как резина. Дополнительную прочность шлангу обеспечивает наличие 2 слоев ПВХ. Внутри рукава находится черный материал, а верхний слой чаще всего отличается желтым цветом. Применяется для подводки различных типов газовой смеси – ацетилена, пропана и бутана. Газовый шланг ПВХ для газовой плиты рассчитан на рабочее давление до 0,63 МПа, а температура, при которой возможна эксплуатация газа, варьируется от минус 20 до плюс 90 градусов, что является значительным преимуществом. Другим положительным моментом использования изделий из ПВХ считается большой разброс размеров. При этом максимальная длина газового шланга для газовой плиты 5 метров, а минимальная 0,4 метра. Для использования фитингов применяется оцинкованная сталь, а диэлектрические свойства обеспечиваются благодаря присутствию паранитовой прокладки. Другие преимущества изделия. Не разрушается при соприкосновении с горячей плитой. Доступная стоимость, цена за метр изделия стартует от 170 рублей. Не подвержен разрушению при попадании горячих капель масла. Подходит для использования в условиях повышенных нагрузок. Продолжительный срок эксплуатации минимум 12 лет, максимум 20 лет. Как выбрать газовый шланг? Главное правило при выборе газового шланга – приобретать изделие в сертифицированном магазине. Если продавец не может предоставить сертификат качества и не дает никаких гарантий, покупать изделие в таком месте не стоит. Обычно в торговых точках предоставляется большой выбор размеров газовых шлангов для газовых плит. Важно предварительно выполнить все замеры и купить изделие нужной длины, потому как сращивать между собой 2 изделия не рекомендуется. Чтобы снизить риск разрыва подводки, не рекомендуют выбирать такую длину, когда после установки шланг будет в постоянном натяжении, поскольку это может негативно сказаться на сроке эксплуатации изделия. Максимальная длина газового шланга для плиты в условиях квартиры не должна превышать 2-2,5 метра, хотя существуют различные варианты размеров, в том числе и 4 и 5 метров. Дополнительно нужно следить, чтобы изделие не только не натягивалось при установке, но и сильно не провисало. Только правильно подобранный по длине шланг гарантирует безопасность подключения и грамотную эксплуатацию. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.